Друзья, всем привет! Целый день сегодня занимался мотоциклом. Приехал на нем в мастерскую, занимался кое-каким тюнингом, прошивал здесь карты двигателя. Также облегчал маленечко, вот поудалял лишний металл, позаменил кое-какие болтики на титановые. В общем, снизил массу на целых 250 грамм с задней части болида. И тут неожиданно, просто неожиданно посетило вдохновение. Давно я мечтал это сделать. И вот резко приступил. Замотал в стретч-пленку мотоцикл, схватил в руки лобзик и начал очень активно им работать, чтобы сделать две таких деревянных плашечки. Уже получился кое-какой некий хохолок, который я приклеил на бак. Как вы думаете, что это такое, друзья? В принципе, знающему человеку несложно догадаться, но для всех остальных объясняю. Хочу сделать матрицу. То есть это уже будет вторая матрица у нас на канале. Первая, вот она лежит, дорабатывается. То есть болидом я занимаюсь, как вы можете заметить. Видите, запенил здесь уголок по кругу. Хочу сделать плавный такой сход, чтобы ноги не резало. В общем, работа эта длительная, муторошная, надо все время что-то ждать, пока застынет, засохнет. Вот. Ну, поэтому параллельно занимаюсь. Скоро кресло мы отформуем. А здесь буду делать еще одну матрицу. И вот решил вам показать, как я это буду делать. То есть это две фанерины, скрученные болтами. Это нужно сделать обязательно. Потому что бак такая вещь, что неразъемная матрица не снимется просто-напросто. Видите, здесь есть заужение под ноги. И она здесь просто никак не имеет возможности сняться. Поэтому нужно делать разъемное соединение. И вот я приступил. Делаю сначала на шпаклевку автомобильную. То есть намазал как положено воском. И приклеил одну сторону на шпаклевочку. То есть одну фанерину всего лишь приклеил. А вторую фанерину защитил скотчем, потому что у меня нет цели, чтобы они при этом склеились. Но есть цель сделать очень аккуратное разъемное соединение. Сейчас я буду откручивать, стачивать все лишнее и намажу еще разок. Только уже буду клеить вторую половину, а первую нужно будет защитить воском от приклеивания. То есть сейчас оно, по идее, должно легко сняться. Оп, вот так. Видали? Интересно, как она на место теперь станет. Ну, я думаю, прекрасно. Использую автомобильную шпаклевку с единственной причиной, потому что она быстро сохнет. Мне не хотелось бы здесь распотюкивать и делать все это очень долго. Теперь эту вещь можно разобрать, она должна отделиться. Собрался я в июле драговать опять, поэтому надо бы немножко подготовиться. Сделать канопу на бак карбоновую. А сам бак надо куда-нибудь будет перенести. Блин, все секреты раскрываю моим соперникам, так сказать. Так, ну что, ребят, разделится или нет? Сейчас большие куски отломаю. Ну что, поехали. Вот так. Вот так. Все, смотрите, разделилось. Теперь вот здесь я шлифую вот эту часть. Ах, со светом беда. Вот так аккуратненько, хорошо получилось. Теперь нужно загерметизировать вот эту область. А вот здесь, на ответной части, теперь должно прилипнуть, поэтому ее отгерметизируем. Ну, в процессе работы вы поймете, что, как и для чего, друзья. Решил с баком не баловаться. Буду наносить специализированный воск. Вот такой. Так сказать, вручную тряпочкой. Микрофибру не использую. Мне что-то в последнее время кажется, что микрофиброй нельзя наносить. Наносить буду 8 слоев, друзья. С межслойной сушкой где-то по полчаса. Ну, большего я не могу себе позволить. Вот. И с располировыванием каждого слоя. Это уже третий слой идет. Снизу я наклеил скотч. Вот здесь по отбортовке. Чтобы не прилипло, не завернулось вот так туда эпоксидка и не прилипло. Потому что потом, когда буду отдирать, может потянуть на себя и содрать краску с бака. Вот этого бы мне вот совсем не хотелось бы. Сами понимаете.
бак надо оставить такой, какой он есть. Сейчас намешаю шпаклевочки и будем приклеивать. Можно намазывать. Ох, ответственный момент, ребята. Вы даже не представляете, насколько он ответственен. Надеюсь, все получится. Запашок, конечно, специфический у этих шпаклевок. Ох, и стрёмное же это дело. Так. Все, попал в лунки. Центрируем. И теперь вот здесь вот пальчиком надо размазать, втереть туда. Хорошенько. Как можно дальше, потому что любые пустоты нам будут ухудшать качество. Уже даже схватилась. Назад пути нет, друзья. Вот здесь я ее чуть укреплю в начале и в конце. И будем делать матрицу. Делать буду из стеклоткани вот, и польской эпоксидки, потому что она очень жиденькая, ей очень легко делать. Ну вот здесь как-то по краям надо что-то проложить. Такого я еще не делал. Никогда. Ответственный этап. Нарезаю стеклоткань. Разные полоски. Узкие, широкие. Думал, может, еще треугольные. Ну, посмотрим. Много слоев не планирую накладывать. Хочется поменьше, чтобы легче было снять. А потом можно еще добавить, допустим, сверху уже. Эту матрицу уже очень качественную хотелось бы снять. Я даже воск располировывал. То есть там вообще все хорошо должно быть. Ну вот единственное, под бак отверстие что-то подкачало. Там бензин травит и подрастворяет, съеживается скотч. Что за скотч такой пошел? Я думал, скотч не должен бензом растворяться. Ну, сам скотч не растворяется, а вот, видно, клей растворяется и съеживается. Блин, да где эти чертовы перчатки? Чё я их все время теряю? Ё-моё. Так, для начала буду заполнять вот это пространство, потому что иначе стеклоткань плохо ляжет. Не завернется она, в общем, туда. У меня очень много карбоновых нитей, благодаря одному из подписчиков. Так что вот идут в дело. Вот так вот, нормально. Так, ну так уже, наверное, стеклотканька завернется, наверное. Там посмотрим. Не факт, конечно, что все будет так просто. Вот, ну а вдруг будет... Вот уже видно, что к низу прилегает. То есть этого и хотелось бы добиться. Итак, ребята, вот оно, все готово. Теперь остается самая главная интрига, как оно будет сниматься. Вот, потому что это просто жесть. Эпоксидка уже очень твердая. Полимеризовал я ее где-то около 12 часов, может 18. Ну, не суть, короче, она уже затвердела полностью, и все с ней прекрасно. Все тверденькое, можно отрывать. Но как она будет отрываться и как сниматься, это вообще большой вопрос. Хочу по советам подписчиков попробовать воздухом ее сдернуть. Может, она слетит как колпак. Ну что ж, давайте раскручивать и давайте пробовать. Очень не терпится. Для начала самое простое, болтики. Отвинтим, они здесь кое-где в эпоксидочке.
Рожа ночью, особенно лоб, от стеклоткани горели очень сильно сегодня, ребята. Ну, то есть я не знаю, как можно возиться годами с такой вещью. Для меня это просто испытание, делать что-то из стекловолокна. Да и углепластик тоже так же себя ведет. Вот даже я в респираторе, органы дыхания-то я защитил. Но как быть с тем, что эти волоски мельчайшие летают в воздухе и прилипают везде, к рукам, к колбу. Ну, то есть надо, по идее, полностью себя запаковывать. А как запаковывать, когда 25-35 градусов жары? Вот как? В общем-то, с воздухом что-то не прокатило. Вообще без толку. Даже вот отверстие сверлил небольшое. Вот, поэтому будем по древнеегипетским технологиям. Видите, уже начал забивать клин. Ну и буду так по кругу забивать их. Если честно, очень уже страшно за бак становится. Ох, как же тяжко идет, а. Ну, снизу вроде бы отлущивается, что уже радует. О, полезла, полезла. Прям полезла. Подождем чуть-чуть, пусть потрещит. Я вот все думаю, может фенчиком ее еще можно подогреть маленько. Фен помогает тоже. Это хорошо. Дело оказалось просто катастрофически непростым, да еще и очень страшным. Но как бы сдвинулась с мертвой точки. Уже полбака точно отклеилась. И чем дальше, тем такое чувство, что лучше идет. Пользуюсь всем, чем могу. Струбцинкой вот здесь поджимаю. Ну, короче, ребят. Первый мой съем такой сложной детали. Деталь действительно сложная очень. Она, похоже, что рассчитана под большее число разъединений. Но мне уже как бы поздняк увеличивать их число. О! Да ну нафиг! Отклеилась, что ли? Вот это да. На ваших глазах на этот раз оператор не упустил свой шанс. Так. Вот оно шевелится тут все. Гуляет. Так, надо ж не поцарапать. Ох, ох, ну чё? Бак почти выжил, друзья. Блин, вот это да, жесть. Видите, приклеилась здесь. Еще вторая половина. И вот здесь отклеилась резинка эта. Блин, вот косяк, а. Что делать? И вот здесь вот. Похоже, будем перекрашивать. Ну, форма вроде бы получилась норм. Даже практически нет никаких кратеров. Сузуки написано вон. Видите? Вау. Так, ну с боями отколупал вторую часть. Короче, опять с проблемами. Вот она краска, вижу. Как так получилось? Я же очень жирно все намазывал. Вот как? Для меня это загадка, ребят. Сейчас вот как резинки отойдут, вопрос. Короче, лучше мне такое дело не доверять. Вот смотрите, сколько косяков. Видите? Ну вот, в принципе, и все. Буквы не задеты. Можно будет, наверное, как-то верхушку покрасить. Вот. И, в принципе, обойтись малой кровью. Снизу почему-то все нормально получилось. Кроме как вот здесь. Порепанный бак теперь, друзья. Но зато есть шикарная матрица. И на ней выбиты и отпечатаны вот такие буквы. Что очень даже круто, чего я и хотел добиться. Скотч весь приклеился, но это ототру. Это несложно. Я вот тут начал догадываться, почему так происходит. Ведь прилипает оно в некоторых местах, не везде. Так, например, вот здесь и здесь симметрично прилипло.
Это было самое легкодоступное место, где я больше всего разглаживал стеклоткань. В итоге, видимо, я счесал, пока я ее шевелил туда-сюда, здесь на этом радиусе, я, видимо, счесал этот защитный слой. Это раз. Потом вот здесь, видите, по кантику прилипло тоже сильно. Тут я тоже знаю почему, потому что тут вообще деревяшка была, и я ее когда прилеплял, видимо, тоже чуханул здесь, пока выравнивал, и стер этот защитный слой. Но почему же он такой слабенький? Ведь я использую, в общем-то, настоящую вещь именно для этого созданную. Неужели надо бы мне вернуться к старому доброму Эдельваксу, которым я раньше пользовался, и все всегда отлично отлипало? Похоже, опять всю ночь будет чесаться лоб, но зато сделал, друзья. Грубо обточил и еще немножечко внутри подшлифовал выступающие части. Когда я буду формовать, те места, где есть лунки какие-то, пузыри, они станут выступающими, туда затечет эпоксидка, и в принципе можно будет их шлифануть. Вот. Ну а так вот, что мог, я сделал. Вот такие поверхностя получаются. Еще нужно будет все-таки доработать крышку бака, я думаю, здесь. Более аккуратно как-то сделать. Вот. Но это нужно будет, потому что потом меньше будет проблем с зачисткой. Ну а так вот смотрите, какого качества матрица получилась. Я, если честно, просто в шоке. Обычно мои детали получаются вот такие, такого качества, и мне их нужно потом обтачивать, обрабатывать. Да, немножко полиэтиленовая пленка спасает, но тем не менее все равно надо было много обработки делать. А так вот я надеюсь, все-таки карбоновая деталька выйдет глянцевая и красивая. Надо будет только что-то придумать с разделителем. Возможно, найду Эдельвакса на Авито и буду юзать его. Ну что ж, у меня на этом все. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лойсом. Всем пока, друзья. До новых встреч. Большая радость на канале. Пошли уже матрицы пачками. Отлично.